Военные не понаслышке знают, что такое переезды. Всем известно, что представителям этой профессии приходится часто менять свое место проживания. Только привыкнешь к одному месту, как вдруг очередной приказ. Приходится переезжать в очередной раз. Геннадий уже привык к такой кочевой жизни. В течение 5 лет он менял город проживания 3 раза. А вот 3-летняя дочь Геннадия Аленка не понимала, почему они не могут жить в одном доме всегда, как остальные люди. Тем более девочка мечтала о собаке. Геннадий и сам обожал животных, когда он жил с родителями, у них было много питомцев. Однако сейчас ситуация была совсем другая. Как завести собаку, когда не знаешь, где окажешься на следующий день, только как это донести до маленькой Аленки? Однако, несмотря на все нюансы, в их доме появилась собака. Это был пушистый щенок по прозвищу Тузя. Он появился неожиданно. Коробку с подкидышем кто-то оставил неподалеку от их дома. Его заметила Аленка и закатила такую истерику, которой даже суровый военный не смог противостоять. Как только Тузя немного подрос, а Аленка успела привязаться к нему, военному отдали очередной приказ. Предстоял переезд в Новосибирск. Этот город находился за 3000 километров от нынешнего местоположения. Собрать вещи было несложно, а вот определить щенка гораздо труднее. Уже через полчаса Геннадий стоял у двери своего товарища. «Пожалуйста, возьми его месяцев на 6 к себе. Сейчас мы его никак не можем забрать, надо обжиться на новом месте. Как же я поеду в незнакомый город с супругой, ребенком еще и с собакой? Деньги на содержание Тузи я дам. Как только дадут первый отпуск, я сразу же заберу пса». Честное слово офицера. Обычно Геннадий был уверенным в себе человеком, но сейчас ему было неловко. Нечасто ему приходилось уговаривать кого-то выполнить просьбу. Так Тузя оказался у чужого человека, пока его хозяева обживались в новом городе. Стоит отметить, что пес принял ситуацию смиренно. Единственное, он относился к новым владельцам довольно холодно. Ведь он был привязан к Геннадию и его жене, а в особенности к маленькой Аленушке. Прошло 6 месяцев, потом 7, потом 8. Геннадий говорил товарищу, что не может пока забрать пса, так как ему не дают отпуск. Аленка безумно скучала за любимым питомцем и ежедневно отправляла отца за Тузечкой. Когда товарищ Геннадия уже принял ситуацию и понял, что пса не заберут, неожиданно на его пороге появился сослуживец. Он привез подарки для его семьи, поблагодарил за помощь и забрал Тузю. «Да не вырывайся ты», — сказал Геннадий псу, но тот словно ошалел от счастья и просто танцевал в тот момент, когда на нем застегивали ошейник. Обычно Тузя был спокойным флегматиком, но сейчас у него эмоции шли через край. «Неужели ты подумал, что я оставлю тебя, братец? Я же дал честное слово офицера», — сказал мужчина и погладил верного пушистого друга. Через день пассажиры в вагоне поезда наблюдали трогательную картину. Мужчина в военной форме сидел рядом с собакой. Было видно, что это не служебный пес, а полукровка. Собака положила голову хозяину на колени. Было видно, что пес в этот момент был по-настоящему счастлив, ведь впереди его ждет дом и встреча с маленькой хозяйкой.